Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на 2026 год. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать это время, ведь нас с вами в 2026 году ждут два коридора затмения на растущих лунных циклах, где я вам скажу, делайте как можно больше, и все у вас получится. Три периода ретроградного Меркурия. Ваш единственный управитель 3 раза в этом году будет ретроградным, и каждый раз он будет в эмоциональном знаке, то есть в рыбах, в раке и в скорпионе. И это нужно учитывать. И финальная история в скорпионе еще накладывается на период ретроградной Венеры. Конечно же, это будет задевать близнецов, и я поподробнее расскажу. Что еще, если по мелочи? Кармические узлы меняют знак, переходят в ось Льва-Водолея. Это случится с нами в июле. В июне у нас Юпитер меняет знак, из Рака выходит во Льва, и, естественно, благоприятные начала будут у нас для близнецов вообще всех декад, потому что с июня по декабрь Юпитер буквально почти все градусы пробежится по Льву и сделает, естественно, благоприятный гармоничный аспект к близнецам всех декад. Естественно, из очень такого мощного вы меня спросите, что важного случится в самом начале 2026 года. Сатурн с Нептуном выйдут из рыб, уйдут в Овна, и это очень сильно почувствуют близнецы третьей декады. И да, здесь вам, дорогие, станет легче, и вы наконец-то выдохнете все те переживания, которые у вас были. Что заметят еще близнецы, так это Уран. В апреле 2026 он из Тельца выходит в Близнецы на ближайшие 7-6 лет. Ну, то есть последний год он будет ерзать уже в Рака, возвращаться обратно в Близнецы. И это история, которая будет тоже влиять на близнецов в 2026 году в том числе, ну и на ближайшие 6-7 лет, как я уже сказала. На эту тему есть большое видео «Уран в близнецах». Я в конце ролика прикреплю, посмотрите, если вы еще его не видели. Ну что, дорогие, это гороскоп по декадам, ведь гороскоп для первой, для второй, для третьей декады близнецов будет разным. Сейчас расскажу вам подробнее, как будет складываться период у каждой декады близнецов. И да, вы можете смотреть этот гороскоп по Солнцу, либо же по асценденту, как вам нравится. Если вы солнечные близнецы, то близнецы первой декады – это те, кто родился в мае. Близнецы второй декады – это те, кто родился с 1 по 10 июня. И близнецы третьей декады – это те, кто родился с 11 июня и до знака зодиака Рак. Вот такая история. Если вы смотрите по асценденту, тогда делите 30 градусов знака Близнецы на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, это вторая декада. Если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада близнецов по асценденту. И я надеюсь, в этом вступлении вы себе налили чего-нибудь вкусненькое. Сейчас будем планировать, доставайте ежедневник, и будет у нас получаться очень хорошо и филигранно проскочить острые углы в 2026 году, потому что я буду рассказывать, дорогие, как есть, поэтому снимаем розовые очки, они никак не помогают нашей жизни, они лишь только усугубляют наши реалии. И да, 2026 год обещает быть на самом-то деле годом полных возможностей. Если вы уже смотрели такие эзотерические гороскопы, где говорят, это год красной огненной лошади, ну, во-первых, да, у нас Юпитер меняет знак на Лев, и эта история случится с нами лишь 30 июня. Что же мы будем делать первую половину, фактически, 2026 года? Это жить так, как мы жили, это доделывать все свои вопросики, которые мы оставляли на потом. И да, если смотреть по месяцам, сейчас буду каждый месяц вот так планировать для того, чтобы вам было понятно, какие свои личные мероприятия вы хотите в этом месяце успеть сделать для того, чтобы получилось максимально комфортно и хорошо.
И да, если мы говорим про январь, я не могу сказать, что январь будет каким-то очень сложным месяцем. Во всяком случае, я точно знаю, что ждут окончания вот каких-то сложных своих событий, перипетий, это близнецы третьей декады. Потому что сейчас в последних градусах буквально Сатурн и Нептун в последней декаде рыб стоят и делают квадратуру близнецам третьей декады. Это напряжение. Напряжение финансовые, долговые обязательства, когда не хочется брать ответственность. Это все, что связано с Сатурном. Это когда работа идет тяжело, деньги идут тяжело, и хочется уже наконец-то вот с этим закончить. Да? Здесь близнецы третьей декады, почувствуйте вот эту всю историю. Январь еще нужно постараться. Ну вот еще декабрь, январь и февраль. Это финальная такая вишенка будет связана с Сатурном. Нептун. Что дает Нептун? Ну, во-первых, сейчас слушают вообще все, да, близнецы всех декад. Вообще история с Нептуном – это наши иллюзии, то есть те моменты, в которых мы реально заблуждаемся. То есть мы думаем, что это вот такие у нас отношения, а по факту мы в них страдаем, например, да. Когда нам хочется, например, каких-то там подарков, классных эмоций, но мы вдруг получаем, наоборот, какие-то эмоциональные качели. Те же самые страдания. Нептун в напряженном аспекте дает всегда депрессивные качества, в гармоничных аспектах всегда положительные, какие-то радостные эмоции. Да? Так вот сейчас и декабрь, и январь Нептун еще будет делать квадратуру близнецам третьей декады, поэтому здесь, конечно же, будет такое чувство депрессивных состояний, усталости, нотки. Здесь будьте аккуратны, потому что очень часто, когда Сатурн с Нептуном идут вместе, эта история еще такая мошенническая. В напряженных аспектах Нептун дает мошеннические вопросики, и в гармоничных аспектах Нептун дает тоже истории, связанные с мошенниками, но это те моменты, которые нам нужны в жизни. То есть меня спрашивают, когда, ну почему вот у меня вот здесь вроде как все гармонично, но вот здесь у меня и мошенники меня просто атакуют. То есть это история, которая должна вас научить стать серьезнее, понимать, что не нужно доверять тому, кому доверять не нужно. А так как у нас Сатурн идет с Нептуном сейчас вместе, эта история однозначно связана еще и с финансами. То есть здесь угоны денег, автомобили, какие-то сложные такие истории, очень путаны, в которых на первый взгляд сложно разобраться. Поэтому убирайте свою чрезмерную доверенность, доверчивость, близнецы третьей декады, и будьте рациональными. У нас в январе меняют знак 26 января у нас Нептун выходит из рыб в Овна, почувствуют это облегчение, конечно, близнецы третьей декады, но послевкусие еще от всего вот этого депрессивного состояния, либо иллюзорных моментов, выяснения отношений, это измены могут быть, скелеты в шкафу в отношениях в том числе, либо желание просто по прихоти потратить какие-то большие суммы денег, куда-то уехать в эмиграцию. То есть вот это вот все связано тоже с Нептуном. То есть у меня есть такое видео, кстати, не очень оно как-то вот прижилось на YouTube, очень мало у него просмотров, за что отвечает Нептун в нашей натальной карте. Поэтому, наверное, вот такая история, потом удивление людей большая. Но, тем не менее, с этой историей потом будьте аккуратны, близнецы первой декады, потому что Нептун меняет знак на Овна и делает гармоничный аспект как раз-таки к близнецам первой декады. Поэтому истории с мошенниками могут также остаться, но они вас могут чему-то в жизни научить. Скажите мне, чему может это научить? Стать собраннее, еще раз повторюсь. Да? То есть вот такие моменты разочарования, которые нам могут пойти на пользу. История эта будет работать еще у нас и в январе, и в феврале. У близнецов и первой, и третьей декады. У третьей декады это будет в напряженных аспектах, у близнецов первой декады в гармоничных аспектах. И у нас в ночь с 13 на 14 февраля точно так же Сатурн меняет знак на Овна. И эта история вот такая, она будет еще работать точно так же уже в напряженном аспекте, выключится у близнецов третьей декады, и как раз-таки начнет в гармоничном аспекте работать у близнецов первой декады. То есть эта история связана с финансами, захочется делать сложную работу, за нее получать хорошие деньги, захочется социализироваться, взять на себя больше ответственности, выйти замуж, жениться. Очень хорошие аспекты в гармоничном ключе у Сатурна будут близнецам первой декады способствовать к развитию, социальному росту во всех смыслах этого слова. Сейчас вы мне скажете, что же будет у близнецов первой декады.
Близнецов первой декады, хочу сказать, дорогие мои, в этом, в этом январе здесь завершает как раз-таки почетное завершение своего круга у кармических узлов. Они как раз-таки проходят вторую декаду оси Дева, Рыбы. И здесь, конечно же, у вас завершаются такие кармические вопросики. Кто я? Куда я хочу прийти? Вопросы своего самоопределения. Вопросы, чего же мне вообще хочется в жизни сделать, куда же мне хочется прийти, как мне хочется вообще в этой жизни зарабатывать, стремиться. Или мне не хочется стремиться. Вообще, живу ли я согласно своим целям? Живу ли я так, как мне хочется? Потому что как правило, большинство людей сейчас живет и не понимают, чего же хочется-то дальше, чего же жить. Ну, как минимум, большая часть людей, которые смотрят этот гороскоп, естественно, те люди заглядывают в гороскоп и смотрят, так, а что же мне такого классного принесет Новый год? А те люди, которые реально работают над собой, они заходят сюда и понимают, так, я в этом году хочу купить квартиру, я вообще, мне как бы хочется уже ребеночка, там, первого, там, либо второго, либо третьего. У каждого свое, здесь нет хороших и плохих. Кто-то планирует уже наконец-то выйти замуж, кто-то хочет выйти из отношений, да, кто-то хочет работу начать. И вот те люди, которые живут свою жизнь, они, как правило, заходят сюда, чтобы посмотреть гороскоп и спланировать свою жизнь, когда же удобно и уместно будет это сделать, чтобы просто так головой о стену не биться. И это нормально. Большинство же заходит для того, чтобы я вас удивила и сказала, что все будет прекрасно и хорошо. Но транзиты вот у меня вот такие, какие они есть. И я бы очень хотела рассказывать, что все будет хорошо и прекрасно, и поднимать настроение. Но для того, чтобы в зрелом возрасте у нас все было хорошо и прекрасно, нужно брать ответственность. Так вот, Сатурн, который как раз-таки поменяет у нас в феврале знак, будет в ближайшие 2 года, до весны 2028 года, но про Сатурн еще запишу тоже большое отдельное видео, будет как раз-таки вырабатывать вот эту ответственность у близнецов всех декад в гармоничном аспекте. А это все будет способствовать к тому, чтобы вы приобрели свою недвижимость, обзавелись семейством, чтобы у вас в вашей жизни происходил социальный рост, потому что вам это будет интересно, вы поймете цену своей жизни, цену денег. Но опять же, к этому нужно прийти, нужно сделать выводы. И чем быстрее вы сделаете выводы, тем быстрее вы пойдете вперед. Как, например, близнецы второй декады. Вот если вы в январе сделаете те самые выводы, подведете итоги, тогда в феврале вы уже вообще не будете, например, качаться на эмоциональных качелях коридора затмения, а у вас будет наоборот развитие вперед. Очень сильное, очень мощное, связано с финансами в том числе, связано с реализацией, социальной реализацией, потому что здесь ваш управитель, хоть и ретроградный Меркурий, будет в потрясающем аспекте с Юпитером. А это и приход финансов, а это и рост денег, это и расширение в семье. Если вы, конечно, придете к тому, что вы наконец-таки наигрались в одноклеточных отношениях, и вам хочется очень душевных, теплых, прекрасных событий вместе, вам надоели вот эти эмоциональные качели, вам хочется реально отношений. А отношения– это то, где у нас отсутствуют эмоциональные качели. Когда мы прекрасно таки вкладываемся в эти отношения, когда мы над ними работаем, понимаем, где мы неправы. То есть это вот такая история. Точно так же в работе, когда мы объективно понимаем свою объективную составляющую в этой жизни, когда мы реально знаем, так, наши компетенции вот такие, конечно же, мы решили замахнуться на такой уровень, но наши компетенции по факту такие. Что нам нужно для того, чтобы замахнуться на уровень выше? Значит, набрать компетенции. Есть потрясающее видео «Финансовый гороскоп для близнецов». В конце ролика тоже прикреплю. Это те базовые качества близнецов, будете ли вы смотреть по Солнцу либо по асценденту, которыми вы должны владеть. И если вы ими не владеете, значит, вы не хотите жить так, как вы, в принципе, пришли сюда жить. То есть, если у вас асцендент в близнецах, финансовые дома в близнецах, либо же Солнце в близнецах, ваши компетенции должны быть именно близнецовскими. И если вы всячески говорите, вот, а я вот живу по Луне. Ну, поздравляю, тогда ваши инстинкты вами руководят. Я же все-таки за то, не просто я, астрология, гороскоп, вообще про все, про то, чтобы вы пришли сюда близнецами,
Включайте уровень своего интеллекта близнецовский, он у вас потрясающий, идите и растите вверх. Договаривайтесь там, где никто другой не может договориться, вы подвластны. И эта история абсолютно рабочая. Когда начинаешь жить по Солнцу, по асценденту, начинает работать очень классно все. И да, у нас после вот такого интересного января у нас февраль. В феврале у нас коридор затмений с 17 февраля по 3 марта. Коридор затмений у нас начинается на растущем лунном цикле. Это новолуние в Водолее. Очень потрясающе будет складываться у близнецов третьей декады, потому что здесь должно как раз-таки прийти ваша финальная вот эта история завершений своих каких-то там страданий, переживаний по поводу отсутствия финансов, долгов, эмоциональных качелей, депрессивных состояний в отношениях, в том числе, от которых может и здоровье в том числе барахлить. Поэтому здесь, дорогие мои, близнецы третьей декады, постарайтесь максимально как раз-таки включиться в работу, в максимальное свое осознание, кто вы, куда вы идете, зачем вы идете, для чего вы вообще вот за это бьетесь в своей жизни, надо оно вам или не надо, почему вы, например, от каких-то моментов уходите, отступаетесь, да, потому что коридор затмения, вот он, знаете, будет такой очень сильный, яркий, потому что здесь, когда новолуние в Водолее, нам, конечно, хочется всем уйти от той самой ответственности, которая нас замучила. Да, нам хочется принять вот эту свободу уже и сказать, как мне все это надоело. Да? Это будет история работать в коридор затмения у близнецов как раз-таки третьей декады. Но, опять же, я говорю про то, что здесь заканчиваются все эти сложности, и дозавершайте скорее все те моменты, которые тянут вас назад для того, чтобы идти вперед. Потому что этот коридор затмений должен стать для вас началом нового этапа в вашей жизни, такого яркого, интересного, открытого, который еще больше, то есть этот период у вас продлится до конца июля 2026 года. В августе он будет уже другой, там новый коридор затмений с 12 августа, но там кармические узлы пойдут по третьей декаде Водолея и будут делать близнецам третьей декады опять кармические вопросики. А реально ли вот вы встали на свой путь жизненный? Реально ли вы решили, что вы станете тем самым человеком? И здесь, понимаете, близнецы третьей декады, если так ничего не понять, решений никаких не принять, то все мои гороскопы пойдут вообще не туда, куда нужно. А у вас столько возможностей, у вас столько событий. И я сейчас каждый месяц, конечно же, буду их перечислять. Потому что здесь нельзя вот это вот все упускать. Здесь и приобретение недвижимости, решение своих вообще вопросов, социальная роль, повышение в обществе, расширение семьи, и выход замуж, и женитьба, и обзавестись ребеночком захочется и получится, и переезд удачный, и гармоничный, хороший. Не просто удача, когда мы сидим и чего-то ждем, когда мы активно участвуем в своей жизни, потому что мы понимаем, что мы хотим больше, чем удача. Мы хотим стабильно наше и свое, то, на что мы имеем полное право. Вот так надо действовать зрелому человеку, понимаете? А когда вы ждете волю случая, такая история, да, когда мы ждем, что вот это удача или случай, или шанс. Вот в 2026 году шанс будет у всех, удача будет у всех близнецов. Вопрос, кто примет верное решение и перестанет колебаться. Вот такая история, понимаете? Потому что забегаю вперед, сейчас да расскажу коридор затмений, но у меня вот часто спрашивали, Женя, когда же будет хорошо, все, когда же будет хорошо. Я отмотала на астропроцессор на ближайшие несколько лет, так вот сейчас в 2026 году у нас все еще будет по-прежнему хорошо. У нас в 2026 году абсолютный рост. Абсолютный рост у близнецов первой декады, там вообще шедевральные аспекты, у близнецов второй декады, у близнецов третьей декады. Но кто-то любит просто сидеть и страдать, и даже на гармоничных аспектах там, Нептуна сидеть и думать, да как же все плохо. Дорогие, весной 2028 года мы вспомним, как нам было плохо в ковид. Я не пугаю. Просто у нас там такой же конфликт Сатурна с Плутоном. А это резкий отток финансов. И Сатурн, вот когда Сатурн идет по Овну, это очень хорошо для близнецов всех декад. А вот когда Сатурн перейдет в Тельца, это уже станет сложнее вообще для всех, в принципе, потому что там Сатурн встает в квадратуру с Плутоном. А это очень сложно по финансам. То есть это всегда те ситуации, когда мы не готовы. Вот такая история. Но
Давайте вернемся в 2026, когда у нас еще все позитивно, когда у нас все по нашей воле случая, да, когда мы можем на это все очень грамотно влиять, только лишь себе говоря, что мы на самом деле хотим, и мы действуем. И да, коридор затмений будет таким запуском новой жизни у близнецов третьей декады, потому что на самом деле уже пора подводить черту к ИТУ всем своим сложным событиям. У близнецов второй декады здесь нужно делать максимально активные действия, но действия должны быть с результатом. Тоже захочется выйти в закат, хочется в этот коридор затмений сказать: я устал, я ухожу, не надо так. Марс будет из второй декады Водолея делать как раз-таки в феврале вот аспект еще с Ураном, да, это история, когда нам хочется бросить ответственность. Не бросайте, будьте активны, будьте понятливы, понимайте, что эта история очень для вас важна, вкладывайтесь в свою жизнь и делайте нечто новое, нечто креативное, но не выходите из отношений. Не надо выходить из отношений, близнецы второй декады, потому что там у нас на кармических узлах стоит Венера, и для близнецов второй декады история с отношениями, история с бывшими, прошлые вопросики в отношениях, недоговоренности в феврале у близнецов второй декады встанут, поэтому эту историю, пожалуйста. Почему я так говорю за отношения? Потому что вообще для близнецов это очень важная история в отношениях. Очень важно построить семью. И если первый брак не удался, второй брак построить будет максимально сложно. Вот такая вот близнецовская натура, что если один раз вошли в отношения, то уже больше не верю, больше не хочу, больше вообще никак вы меня туда не заставите. Да? Абсолютное нежелание принятия какой-то ответственности, потому что нам все вдруг внушили, что отношения в нашей жизни должны быть просто так вот самой собой. Почему-то мы знаем, что если мы хотим красивую фигуру, нужно заниматься спортом, не есть злые вкусняшки, чтобы свою фигуру не портить. Да? Мы прекрасно знаем, что если, не знаю, иметь хорошие знания, нужно учиться. Просто так гением никто не рождается. Да? Но при всем при этом у нас почему-то какое-то иллюзорное восприятие над отношениями. Все считают, что нас все должны любить такими, как мы есть. Хотя мы сами себя иногда не любим такими, какие мы есть. Да? Особенно, когда мы прекрасно понимаем, что где-то мы повели себя очень таки некрасиво и недостойно. Но почему-то в отношениях мы всегда думаем, что мы максимально правы. В отношениях мы всегда раскрываемся настоящими. Мы всегда настоящие в отношениях не когда мы в эти отношения входим, нет, а когда мы из отношений выходим. Вот тогда наше истинное лицо. Не только наше, близнецовское, но кого-то еще другого точно так же. Потому что в отношениях вначале мы стараемся угодить, быть лучше, чем мы есть. А в конце отношений мы, как правило, уже такие, какие мы есть, когда мы устали. То есть и здесь история будет очень такая важная у близнецов второй декады в коридор затмения. Это именно отношения. Наводите свой порядок в отношениях еще и в январе, если получится. Если нет, конечно, это история февраля. И близнецы первой декады, эта история у вас связана, конечно же, в коридор затмений, такой большой рост, активность, движение вперед, финансовая история, захочется делать очень много, захочется делать активно, потому что здесь и Сатурн, и Нептун, и Плутон из первой декады Водолея будет как раз-таки продолжение вот этой движения вперед. Ну и да, такая, знаете, маленькая история, про которую не очень люблю говорить, но она очень важная. У нас до сентября 2026 Лилит будет находиться в знаке Стрельца. То есть еще и март включительно будет проходиться по первой декаде Близнецов. То есть делать аспект близнецам первой декады. А это всегда история в оппозиции, когда нам максимально страшно идти вперед. То есть у вас аспектов на движение вперед и в рост будет очень много, но вам будет максимально страшно. Поэтому здесь история, конечно же, такая движение вперед в рост, но если вы поборетесь со своими страхами, волнениями, переживаниями, здесь будет, конечно же, очень хорошая история. Но здесь нужно максимально честно себе сказать, где мы не правы. А мы люди не любим говорить, что мы где-то не правы. Мы всегда любим думать, что мы очень классные, потрясающие, а вот как-то оно само складывается не так. Потому что близнецы первой декады, у вас аспектов будет очень много, это очень много энергии, и не все справляются с таким большим количеством аспектов. И начинает просто вышибать. Мы начинаем агрессивными быть, мы вспыльчивые, мы начинаем разрушать наоборот. А так-то аспекты очень гармоничны, но здесь нужно уметь справляться. Идем дальше. Каким будет март? Ну, такая вишенка, да, говорила, что у нас 26 февраля включается период ретроградного Меркурия, закончится он 20
марта, чувствуете, как долго, ретроградный Меркурий будет в рыбах. Поэтому здесь эмоции у всех близнецов будут в марте и в феврале, они вот такие вот душевные, либо расслабленные, либо у кого-то депрессивные. Все будет зависеть от того, как вы проживете январь и февраль. Эту историю нужно очень четко понимать, мои дорогие. И я здесь не смогу как-то за кого-то родить больше, за кого-то меньше, потому что все зависит от наших личных восприятий в жизни, от наших личных желаний двигаться вперед и от каждого внутреннего состояния отдельного человека, насколько мы умеем эти кризисы и страхи перебороть, перемолотить. Если у вас свой собственный вопрос, и вы хотите задать его, оставляйте в комментариях к этому видео, при этом оставляйте свою дату, время рождения и место, потому что я общий гороскоп рассказываю, но не у всех может быть 100% такая история. И сюда еще накладываются домарные сетки, которые зависят от вашего времени и места рождения, которые я здесь не вижу. Понимаете, о чем я говорю? Вот такая история. Общий гороскоп я рассказываю сейчас. И идем дальше. Март будет зависеть от того, каким начнется коридор затмений. Я за то, чтобы все вот так в горочку пошли вверх, эмоциональный фонд все-таки вперед, и никак вообще не расслабляться, не впадать в депрессивные состояния. Истории с кармическими вопросиками начнутся как раз-таки у близнецов первой декады. Эта история будет на напряженных аспектах, связанные со страхами, с переживаниями, именно в этот коридор затмений. Поэтому здесь разберитесь с этим сейчас для того, чтобы уже потом включиться в марте дальше в работу и апрель, чтобы был классный и потрясающий, потому что там на самом-то деле очень классные потрясающие аспекты для близнецов первой декады. Близнецы второй декады и в марте, и в феврале. И эта история у вас связана однозначно с историями с бывшими, историей любовных отношений, прошлые вопросики в этих любовных отношениях, да, ну и в том числе Венера у нас отвечает еще и за наши финансы, за наше движение, рост профессиональный, да. Здесь, конечно, нужно понимать, потому что ретроградный Меркурий в соединении с Венерой будет в потрясающе гармоничном аспекте с Юпитером, который ретроградный в Раке до 11 марта. И эту историю нужно таки понимать, что у вас и февраль, и март – это близнецы второй декады, история потрясающая в профессиональном росте, в любовных отношениях. То есть если вы разберетесь в своих конфликтах, недопониманий, то есть вас ждет расширение семьи, и это потрясающе. То есть в отношениях новые эмоции, новые события. И кто-то любит это тормозить. Здесь, конечно же, нужно в этом просто разобраться, да, в этом феврале и пойти дальше. Близнецы третьей декады, у вас, конечно же, движение тоже в рост, у вас новые возможности, новые успехи в работе, в профессиональном плане. Здесь, конечно же, я вам говорю, точно так же ускоряйтесь, идите вперед, и тогда и март у вас будет классный, тогда и март у вас будет очень хороший и потрясающий. Но эту историю очень сильно нужно понимать. И да, идем дальше. Март у нас будет зависеть от февраля. Не могу ничего нового сказать, кроме того, как у нас 21 марта классический день, весеннее равноденствие. Традиционно 21 марта Солнце переходит в первый градус Овна, и эта история очень хорошо сложится на близнецах первой декады. Здесь, конечно, уже начинается такая ваша весна полноценная, да, близнецы первой декады. Здесь движение вперед, в рост, в развитие. Не могу сказать, что нужно сидеть на месте, кому-то захочется переезда, кому-то захочется движения вперед в социальном, профессиональном плане. Потрясающая история на приход финансов. Нельзя тормозить, только вперед, только в рост. Плутон вот во всех вот в гармоничных аспектах и с Ураном, и с Нептуном, и с Сатурном, и с Солнцем делают аспект близнецам первой декады. Делайте, делайте как можно больше. Близнецы второй декады. Здесь история у вас связана, конечно. Не будете в депрессивном состоянии
от своих каких-то эмоций, страхов и переживаний, потому что в марте у нас как раз-таки переходит Лили, да, вот в этот денечек, во вторую декаду Стрельца. Убирайте страхи, фобии, переживания. Самый главный страх действовать, самый главный страх реализовываться, самый главный страх почувствовать вот этот масштаб в жизни. Убирайте его. Поработайте здесь с гордыней, самооценкой, с короной, что у вас там не так, почему вы отказываетесь от лучшего, почему вы остаетесь на том уровне, на котором вы остаетесь, какие у вас есть причины свои личные, собственные. И вот самое время стартануть вперед и на опережение своих же страхов ни в коем случае не оставлять вот эти вот все эмоции на, весь остаток 2026 года. Потому что здесь, если вы подключаете масштаб, движение, рост, разговоры об этом, да, то есть даже со своими друзьями, со своими коллегами, захочется новую работу, хорошая здесь будет тоже связанная история, но опять же объективное понимание себя в этом мире. То есть свои объективные позиции, насколько вы владеете теми компетенциями, которые у вас есть, и то, чего вы хотите иметь, если вам чего-то не хватает, то здесь, конечно же, нарабатывайте компетенции март, апрель, здесь только вперед и только в рост. Близнецы третьей декады. Но у вас, дорогие, я хочу сказать, что вот март и апрель, здесь история будет, конечно же, немножечко сходиться в марте, да, связанная как раз-таки с движением в рост. Апрель точно так же, сюда же первая половина апреля. Ни в коем случае нельзя сидеть на месте. Близнецам третьей декады, то есть порефлексировали, февраль, коридор затмений, успокоились немножечко, да, вот такой выдох сделали, выдохнули, как я это люблю говорить, и пошли дальше, наметили себе план, движение вперед. Что же вы хотите? Просто берем ежедневник и пишем, что вы хотите от своей жизни. И вот как раз-таки новый астрономический год, 21 марта, потрясающе его начать, потому что здесь Меркурий находится в соединении с северным кармическим узлом и в потрясающем гармоничном аспекте. Ну, во-первых, в соединении с Марсом, в гармоничном аспекте с Юпитером. Это масштаб. Но масштаб каждой отдельной личности всегда зависит от того, как эта личность видит себя в этом мире. Если вы не видите масштаб, и Юпитер в вашей натальной карте, он, например, напряженный, то вам кажется, что масштаб вашей личности, вот он такой огромный, что вы достойны многого, но по факту у вас почему-то не получается этого масштаба достичь. Почему? Потому что вы заблуждаетесь в своем реальном понимании, в каком месте вы находитесь в этой жизни, чего вы хотите и как вы действуете. И это нужно четко понять, близнецы третьей декады, для того, чтобы прям-таки ускориться. То есть, но для этого нужно, естественно, выделить время. Ничего не получается у нас просто так, только от нашего принятого решения. И тогда апрель пойдут совершенно на других началах, совершенно на других действиях, потому что ваш управитель, близнецы и третьей декады, и второй, и первой, соединяется как раз-таки в мощном таком стелиуме с Нептуном, с Марсом, с Сатурном, и все это в гармоничном аспекте с Ураном, все это в гармоничном аспекте с Плутоном. И здесь просто потрясающая реализация. То есть апрель у всех близнецов это будет большой скачок роста, но у каждого он будет свой. То есть финансовый однозначно, еще раз говорю про финансовый гороскоп для близнецов, потому что та самая конфигурация, про которую я говорила еще и летом 2025 года, которая еще работала в 2025 году, она будет работать у нас весь 2026 год. То есть весь 2026 год для всех близнецов, всех декад это просто место для потрясающего заработка, для того, чтобы решить все свои финансовые вопросы, закрыть вопросы с недвижимостью, закрыть вопросы в личной жизни и те вопросы в личной жизни, которые есть благодаря отсутствию финансов. То есть, конечно же, отсутствие финансов не является для
расторжения брака в том числе, для разрушения семьи, но люди почему-то разрушают семью из-за денег. Вот такая вот сейчас какая-то очень социальная история, которая очень сильно неприятная, это нужно таки понять, дорогие, что если у вас есть потрясающие отношения, работайте над своими финансами, и в 2026 все будет, и апрель это просто классный месяц для заработка, множество возможностей, про это еще буду в весеннем гороскопе рассказывать, не оставляю какого-то еще больше времени, ускоряюсь и иду вперед вместе с Ураном, который в апреле 2026 года, 26 апреля поменяет знак. Меняет он знак не просто так. В этот момент у него складываются квадратуры к кармическим узлам, и у него лично соединение с Венерой. Здесь будут трещать по швам отношения, которые не были готовы, например, к большому приходу денег. Да, представляете, очень многие люди не могут достичь успеха, потому что, когда они начинают чуть больше зарабатывать деньги, их несет. В прямом смысле гордыня зашкаливает невероятно и шедеврально, и получается там разрушение отношений, получается, что вроде как мы за эти отношения держались, потому что это была какая-то финансовая подушка для нас, получается, что это были не отношения, а какая-то финансовая стабильность, и это как-то было очень практично, с одной стороны, но с другой стороны вообще непонятно как, да, то есть отношения это немножко по другое, да, реализация, наши качества, уровень ответственности, вот это у нас про деньги, да, а отношения это про реализацию наших душевных качеств, наших таких внутренних счастливых состояний, да, черт наших характеров более глубоких, да, чем, например, просто сила действия и реализация, то есть наших навыков, талантов. Вот такая история. Вот здесь в конце апреля, и эта история еще и продолжится и в мае 2026 и в 20-х числах мая. Вот у нас там целый лунный цикл, можно так сказать, да, который будет такой очень сильно мощный. То есть к 20 числам апреля эта история начнет работать. У кого-то она пролетит, и это будет очень большой объем, поток новых проектов, новых своих каких-то действий классных. Это те пары, у кого в отношениях есть разговоры по душам, у кого есть понимание того, что, например, кто-то сейчас включен максимально, работу реализуется там, и вторая половинка тоже чем-то занята. Поэтому я так говорю, что это абсолютно близнецовская история, уметь построить отношения. И близнецам очень важно именно вот это взаимопонимание, вот это определенный уровень доверия для своей реализации, да. Но при всем при этом близнецам очень сложно отпустить в реализацию партнера. Вот такая палка о двух концах, который вы прекрасно знаете, у каждого она своя, она такая очень важная. И только каждый человек здесь находит в своих отношениях вот эти свои границы, в которых вы живете. Но большинство даже боится немножечко эти границы оговорить. Получается резкий выход из отношений, резкая инфантильная позиция, уход от ответственности, потому что кто-то где-то в отношениях постарался выйти немножечко за рамки. Я не говорю здесь про измены, про иллюзии, нет. Для кого-то измена – это, например, углубиться в работу, и кто-то это считает, все, работа у тебя на первом месте. Но иногда, дорогие, для того, чтобы семейная составляющая была лучше, необходимо в финансах углубиться. Это правда. То есть и здесь не буду говорить еще очень много и долго. У меня есть большое видео «Любовный гороскоп», в конце ролика прикреплю. Посмотрите, как бывают планеты влияют на наш определенный временной порог, и мы в это время рушим свои отношения, хотя мы можем поступить по-другому, подумать и поступить по-другому, по-взрослому, по-зрелому. Идем дальше. История качели, разрыва отношений, уход от ответственности, от свободы может быть у близнецов вообще всех декад. Это история конец апреля и май. До 20-х чисел мая эта история будет такая, со всплеском эмоций. Вообще, когда Уран меняет знак и переходит в первую декаду близнецов, это почувствует, естественно, первая декада близнецов, потому что Уран будет в соединении к Солнцу, близнецам первая декада. И это резкие изменения в работе, резкие изменения в финансах. Это кому-то резко захочется новую работу. Опять же говорю, здесь очень хорошие аспекты от Сатурна. Если кому-то вдруг резко захочется каких-то легких денег, история будет плачевной.
Потому что здесь аспект Сатурна, который будет всегда говорить про ответственность, поэтому будьте ответственны, близнецы первой декады, в этот момент. Не гонитесь за легкими отношениями, за легкими деньгами, история будет плачевная, очень быстро вгоняющая в долги. Вот такая история, это вторая половина апреля. Подстрахуемся немножечко, возьмем раньше, чем 26 апреля, да, возьмем середину апреля, потому что желания, как правило, у нас возникают, у нас такая нотка интуиции идет, что-то хочется такое. На самом деле проявите себя как-то по-новому в работе, но с максимальной ответственностью, понимаете, когда приходит аспект Урана, это всегда тот результат, который мы не можем предугадать его действия на 100%. Это может быть максимально наша репутация испорчена, это может быть наши финансы на дне, наши отношения на дне. Либо же это будет какой-то вау, повезло. Вот так это бывает, понимаете? Как правило, у неподготовленных людей соединение Урана дает напряженные события. Вот. У близнецов второй декады абсолютно гармоничные аспекты. Сатурн совсем скоро подойдет во вторую декаду Овна, будет делать близнецам второй декады, это уже май. В мае будет делать аспекты на приобретение недвижимости, на получение новой работы, на новый социальный статус. Здесь и новая работа, новая должность повыше, хорошие финансы. Но в апреле эта история уже будет подходить, знаете, такое будет чувство, которое будет вот прям захочется ездить смотреть квартиры, захочется смотреть новое объявление, писать свое резюме. Нормальная история уже в апреле начинается, вы будете чувствовать, чего вы хотите. Здесь главное в апреле уже начинать действовать, потому что Марс точно так же идет по Овну, и Меркурий, ваш управитель, и будет внутренняя составляющая и желание действовать в новое русло, в новую жизнь, активно. Здесь обязательно подъем должен быть у близнецов второй декады, не сидеть. Помните, почему я говорила, что должна быть рефлексия именно зимой, и на этом быстро нужно заканчивать? Потому что если в своих вот этих умственных соображениях, страдальческих остаться долго, то можно вот этот момент в апреле, в мае, в июне пропустить. Зачем? Не надо его пропускать. Нужно максимально в себя вложиться, в свою жизнь, в свое будущее, и тогда будет хорошо. Потому что Сатурн здесь. Хороший брак гармоничный будет здесь и в мае. В апреле еще нет. В мае сейчас прокручу дальше. В мае там вообще, в принципе, такие аспекты очень сильно кармичные, да? Но и июль. И июль, забегаю вперед, и август, и сентябрь и октябрь. Вот это окно возможностей для близнецов второй декады. Сейчас запоминаем, да? Все, что связано с Сатурном на гармоничном аспекте. Новая работа, хорошие деньги, новая должность, работа. Все про это сказала. Новая позиция, социальный статус повышается. Здесь, естественно, в личной жизни тоже новый социальный статус, брак, замужество, недвижимость, в том числе ее покупка. Постарайтесь сделать это сейчас и не отложить на 2027 год первую половину 2027 года. Близнецы второй декады, сделайте это в 2026, а в 2027 уже будут новые возможности. Понимаете, там у вас уже будет платформа, и там вы уже от этого уровня скаканете дальше. Понимаете, я о чем говорю? Как важно не тянуть. То есть это аспекты Сатурна у близнецов второй декады. Здесь сказала. Близнецы третьей декады. Начинается история в апреле. И про что здесь? Ну, все моменты рефлексии, которые бы хотелось бы уже отложить, откладывайте как можно дальше. Здесь в апреле, конечно же, будут такие противоречия. Вот это хочу, вот это не хочу, насколько сильно я хочу развиваться вообще в своей жизни, да, потому что здесь напряженный аспект в апреле будет у близнецов третьей декады с Юпитером, да, через Меркурий. И это история, когда мы предъявляем претензии всем остальным. То есть нам кажется, что в наших проблемах в жизни виноваты все остальные. На самом-то деле мы всегда сами виноваты в наших проблемах, в отношениях. Виноваты мы сами, потому что мы выбрали этого партнера. Да, нам, конечно, казалось, мы думали, и мы были уверены, что все вообще не так, а у нас какие-то были иллюзорные представления. Так бывает. Так бывает, эта история, она не новая, да, но мы все раскрываемся в отношениях и понимаем, кто мы, по факту, да, если мы максимально честно отвечаем себе на вопросы, что мы были где-то неправы, а не виним во всех партнера. Если мы максимально честно
говорим себе, мы не правы, потому что наш пустой холодильник там или кошелек говорит нам о том, что денег там нет, потому что виноваты в этом мы, тогда мы, понимая, что надо делать, надо идти и заполнять холодильник, заполнять кошелек, тогда появляется энергия, эмоции для действий. А если вот в апреле начать предъявлять претензии всем остальным, что у нас денег нет, потому что ты, потому что обстоятельства, потому что семья, потому что кто-то другой, потому что родители, то мы настолько вот в этих историях утопаем, да, что мы не действуем. А здесь в апреле нужно начать таки действовать в эту историю движения вперед, для того, чтобы март, извиняюсь, май у близнецов третьей декады был такой очень активный, очень движниковый, потому что здесь как раз-таки у нас и Меркурий будет идти по близнецам в мае, да, и эта история как раз-таки роста, движения вперед, в том числе нахождения той самой нужной коммуникации. Май вообще будет, в принципе, сложноватый, но, опять же, у кого будет сложноватый? Сложноватым будут 20 числа мая. 6 мая по классике у нас традиционно Плутон уходит в ретроградное движение, вернется он из ретроградного движения 16 октября, там в октябре у нас уже будет ретроградная Венера, да, но об этом чуточку позже. Эта история у нас вообще никак не новая. Поэтому в мае у нас стабильно. История начинает с финансами работать как-то вот не так, как нам бы хотелось, завышенное ожидание, требования, но получается меньше. Здесь поднимаемся больше. Май – это такой месяц трудолюбивый для трудолюбивых. Не для трудолюбивых – это такой месяц сложноват. Так вот, в 2026 году май будет прям концовочка его, 20 числа, правда, сложный. Эту историю прочувствуют как раз-таки близнецы третьей декады, и здесь будет такой момент, когда хочется себя как-то пожалеть, да, там и Лилит уже в конце мая будет как раз-таки подходить к третьей декаде Стрельца. Здесь уже будут какие-то страхи, переживания. На самом деле Меркурий, когда будет идти по третьей декаде Близнецов в мае, он будет идти в гармоничном аспекте с Сатурном. А эта история всегда действовать, понимаете? Действовать. Когда мы действуем, мы как бы отбиваемся от всех этих проблем, которые у нас возникают в голове, и мы себе по большей части множество проблем только придумываем. И вот мы уже идем в июне. В июне у нас множество событий. У нас, во-первых, в конце июня, 30 числа, Юпитер меняет знак из Рака, уходит во Льва. Потрясающе складываться начнут аспекты для близнецов. Сначала первой декады, потом второй, потом третий. И это по периоду как раз-таки лето и осень, зима 2026. Что еще? У нас в этот же день, 30 июня, Меркурий уходит в соединение с Юпитером в ретроградное движение и будет по раку идти, то здесь эмоциональные вопросы, связанные в личной жизни, у нас такие будут. Либо внутренняя какая-то такая история, посидеть, попереживать, пострадать. Уходите от этой истории, она вообще не приносит никакой вот этой пользы. Наводите коммуникацию, проводите время с семьей, качественно вкладывайтесь в свои отношения разговорами, действиями, поступками, неважно, мужчина вы или женщина, и тогда будет все правда хорошо, потому что мы недооцениваем силу своих действий. Нам хочется, что как-то вот оно сначала само придет, а потом уже мы что-то сделаем. Делайте сами, и тогда вот июнь будет классный. Что у нас в этом июне еще? Помните, я говорила в осеннем гороскопе на 2025 год, что у нас в конце июня складывается вот такая очень мощная оппозиция Юпитер с Плутоном. Это аспект очень больших денег, очень больших. Аспект миллионеров, миллиардеров. Это напряженный аспект, да. Астрологи любят, конечно же, говорить про гармоничный аспект, потому что это гораздо легче. Когда у нас аспект напряженный, это история больших денег, но надо постараться. Если вы человек бизнеса, если вы человек, который привык по жизни пахать, для вас эта история вообще нормальная, здесь ваша выручка будет очень много. Этот аспект у нас продержится до конца августа 2026 года. Начнется он с 20 июня, сейчас точную прям дату отмотаю. И здесь эта история, конечно же, такая будет очень сильная. У нас еще там солнце в июне, да, 21 июня это у нас летнее солнцестояние.
Традиционно каждый год Солнце переходит в первый градус знака Рака, начинается астрономическое лето, на очень гармоничных позитивных аспектах будет Солнце, Уран будет из Близнецов первой декады делать прям максимально точную квадратуру кармическим узлам, и хочу сказать, что уже начинается такое кармическое время, да, не хочу какие-то такие сложные мотивы вносить, да, но если говорить про кармическую историю, то она будет тоже неоднозначной для близнецов и первой, и третьей декады в лето 2026 году. Но позвольте сейчас расскажу про Юпитер с Плутоном. Юпитер с Плутоном, на кого будет влиять этот вообще аспект? Очень сильный и очень мощный. Ну, во-первых, история будет влиять на всех близнецов, потому что в этот момент Юпитер, когда начнется вот как раз-таки вот эта оппозиция, он будет в соединении с Меркурием. И эта история будет очень задевать всех близнецов. Захочется больших денег, захочется много зарабатывать сильно. Эта история очень классная на самом-то деле. Напрямую влиять не через эмоционально-психологический фон, а событийно именно эта оппозиция Юпитера с Плутоном будет влиять на близнецов первой декады. Будет очень сильно дестабилизировать финансовую ситуацию. То есть это аспект, который будет заставлять зарабатывать больше. То есть либо у вас будет резкий отток финансов, потеря денег, которые будут вас заставлять зарабатывать больше, либо у вас просто будут ситуации в жизни, которые будут вас подводить. Вы, например, женились, и вам захочется вот так прям очень резко много чего сделать, и это тоже очень хорошо. Либо у вас в жизни случатся какие-то другие обстоятельства, вы останетесь без источника дохода, и жизнь любыми путями будет вас заставлять зарабатывать больше. Это близнецы первой декады. Я не могу сказать, что это как-то плохо. Нет, по карме вы должны находиться именно в этих аспектах, потому что у близнецов второй и третьей декады эта история будет гораздо проще, она будет просто влиять через Меркурий, через вас управитель, и эта история потом еще вернется чуточку позже, когда Меркурий, потому что Меркурий будет с 30 июня по 23 июля в ретроградном движении идти по раку, просто здесь будет такой эмоциональный фон, волнительный, когда вам захочется больше, здесь почувствуйте свое внутреннее такое составляющее, чего же вы хотите реально от своей жизни. И эта история к вам еще вернется с Меркурием. Сейчас я вам скажу, когда. А она вернется как раз-таки в августе. Уже после того, как кармические узлы поменяют знак, включится новый коридор затмений как раз-таки с 12 августа. Эта история вернется к близнецам и второй, и третьей декаде снова. И событийно уже будет влиять как раз-таки на близнецов третьей декады в том числе. И да, про кармическую составляющую, да, у нас 27 июля 2026 года кармические узлы поменяют знак, и они перейдут с оси Девы Рыбы на ось Лев Водолей. Еще, конечно, от меня будут кармический гороскоп для близнецов в первой половине 2026 года. Этот гороскоп будет действовать традиционно 1,5 года. Там для каждой декады, естественно, расскажу, какие вопросики по карме с вас будут спрашивать для того, чтобы двигаться вперед, чтобы преодолевать те трудности. Потому что если мы по карме живем не так, как нам надо, у нас, как правило, заканчиваются финансы, отношения. То есть у нас вот так вот затягиваются все наши возможности, перекрывается окно возможностей до тех пор, пока мы не поймем основные вещи в жизни. Вот так это работает, дорогие. Да, здесь основная история. Быть хорошим человеком, поступать по карме, делать так, либо же если мы человек нехороший и поступаем так, как мы считаем нужным, а не с законами бытия, да, тогда на вот в эти как раз-таки кармические аспекты как раз-таки падают все ответные реакции наших предыдущих действий. Потому что карма– это результат наших прошлых действий. Ну, можно здесь эзотерически, конечно, вот, но я человек абсолютно логичный, и поэтому здесь у меня аспекты показывают. У нас кармические узлы меняют знак, и очень долго они будут стоять, и июнь, и июль, вот весь июль они будут стоять в последних градусах, вот прям меняя знак. И у близнецов первой декады будет ощущение, да что же это такое? Вот как будто прокрутка какая, хочу вперед по-новому, не получается. Почему не получается по-новому? Почему не получается, как я хочу?
Потому что нужно понять основные вещи в жизни, кто мы есть, куда мы идем, на что мы сделали в прошлой жизни своей, да, там несколько лет назад. Прошлую жизнь мы, конечно же, не помним, дорогие, да, но что мы сделали в этой жизни, свои прошлые действия, решения, и к чему они привели нас. Понимаете, и как нужно пойти сейчас. Вот такая история будет связана со всем вот этим большим мощным финансовым потоком, вопросами в отношениях. У близнецов первая декада вот такая мощная летняя история. Естественно, она будет на ваши дни рождения работать, уже работать будет, включится она у близнецов первой декады как раз-таки на ваши дни рождения еще и в 20-х числах мая. Понимаете, вот для вас вот этот период будет такой мощный. Более подробно расскажу еще в летнем гороскопе на 2026 год для близнецов эту историю, да, первой декады, что вам было максимально понятно. Здесь, конечно, если я про это начну так полную картину рассказывать, 2 часа будете слушать гороскоп, 5 раз устанете и отключитесь. И да, идем дальше. Близнецы второй декады, у вас эта история не будет так сложно работать, смена кармических узлов, пока она для вас недосягаема. У вас закончилась вся эта рефлексия еще в январе 2026 года, и вторая половина 2025 года у вас должна была закончиться на всех этих вопросах, переживания, кто я, куда я иду и кем хочу стать, когда я вырасту. И если вам уже 40 плюс, и вы еще не выросли, то пора вырасти, понимаете, дорогие? Ну, то есть для того, чтобы в 2026 году у вас вообще вот лето и осень было очень много потрясающих событий, связанных с Ураном. Близнецы третьей декады, у вас, конечно же, весь июль кармические узлы стоят в последнем градусе рыб и уже делают вот это настроение, переходя в последний градус водолея и льва. Естественно, близнецы третьей декады, но уже в гармоничном ключе будут чувствовать вот эти кармические вопросы. Поэтому здесь, дорогие, не будет вас трясти так, как трясло вас, например, в первой половине 2025 года. Кто помнит вопросики, да, которые были у вас в первой половине 2025 года, так не будет. Будет в гармоничном ключе. И если вы что-то хорошее в своей жизни сделали для себя, для других людей, то тогда у вас будут здесь, ну, как можно сказать, возвращаться кармические долги. То есть у вас будут складываться ситуации, через которых вы можете поступить очень хорошо, и к вам будут приходить финансы, будут открываться новые возможности, решения, действия. А какие возможности, конечно же, сейчас еще буду рассказывать. Вот такая история у нас с кармическими узлами. Вообще переход кармических узлов в новый знак. Северный узел будет Водолей. Это история нашего движения в рост. Активная, мощная, нацеленная на развитие. Очень позитивная, мощная история вообще для всех близнецов. Было бы желание действовать, и тогда все будет складываться очень классно. Если сидеть, не принимать решения, можно упустить эти возможности, мои дорогие. Я за то, чтобы вы как можно больше сделали. И идем дальше. Послевкусие от перехода кармических узлов будет как раз-таки еще и в коридоре затмений. Коридор затмений у нас включается в августе 2026 года с 12 по 28 августа. Это новый лунный цикл. Он у нас начнется во Льве, новолуние во Льве, и закончится 28 августа полнолунием в Деве. Четкими, результативными действиями, подведениями итогов. А что же мы все-таки сделали в первую половину 2026? Кого будет касаться этот коридор затмений? Конечно, он гораздо позитивнее, чем февральский. Но здесь просто очень много гармоничных аспектов. Просто потрясающий коридор затмений. Единственное, будет, конечно же, повышаться планка у всех близнецов, потому что на момент включения коридора затмений у нас Меркурий, ваш управитель, дорогие, он будет в оппозиции с Плутоном, в точной оппозиции. И эта история, конечно же, когда будет проверять вас этот коридор затмений, идете ли вы вверх, в рост, сильный вы человек или вы сдаетесь. Вот эта история будет у всех близнецов. У близнецов первой декады будьте внимательны и аккуратны в иллюзорных историях, в иллюзиях, обманах, изменах. И здесь можно либо в это уйти, либо на этом попасться. Если вы сами были скрытны в отношениях, то ваши истории вскроются, потому что Венера будет в напряженном аспекте с Нептуном, и это
аспект будет на близнецов первой декады работать, хоть и в гармоничном ключе, но закончится все вроде как хорошо, но все-таки неприятно, да. А так хороший аспект для принятия решений в эмиграции, в действии, движении в рост, в развитии. У близнецов первой декады однозначно это так. У близнецов второй декады уже Юпитер в этот коридор затмений пошел по второй декаде Льва. Абсолютно гармоничный аспект вместе с Сатурном. Они еще находятся. Две социальные планеты в потрясающе гармоничном аспекте делают аспект близнецам второй декады, приобретение недвижимости, рост, социальный рост, карьера, статус, публичность, обучение, знания, коммуникация, иммиграция, если хочется, переезд не просто за границу, да, эмигрировать, но здесь еще в эмиграции только можете подготавливать документы, потому что аспект Нептуна придет чуть позже. Эта история может складываться от года до двух. Не обещаю историю с Нептуном очень быструю, но Юпитер дает всегда аспект, когда мы можем куда-то уехать, там пожить какое-то время и вернуться. Очень хорошая история с этим связана. Сатурн точно так же это аспект дает, благоприятное оформление документов, переезд в более благоустроенный район города. Поэтому здесь, дорогие мои близнецы второй декады, вообще понимаете, что 2026 год для вас это просто потрясающее время, вот прям вот сделать то, что вы хотите. Близнецы третьей декады, дорогие, у вас включается очень хорошая гармоничная история, как раз-таки связанная с кармическими узлами, но здесь Лилит. Лилит завершает в августе, июле-август, Лилит завершает свой финансовый прогон по стрельцам третьей декады, перестает делать потом в сентябре оппозицию близнецам первой декады. То есть это ваши максимальные страхи и сомнения. То есть здесь у вас могут в этот коридор затмений включиться свои личные качели. А действительно ли я хочу жить той жизнью, которую я хочу жить? То есть какие-то страхи, волнения, сомнения, достоин, недостоин. Убирайте эту историю, убирайте максимально ее в своей жизни. Берем блокнотик и пишем, чего же мы хотим. Мы достойны, еще как достойны. Но здесь нужно покопаться, потому что Лилит, когда идет по Стрельцу, это наша гордыня, это наши завышенные требования, наша нерациональная позиция в обществе, это наши страхи успеха. То есть многие боятся не того, что получится, а боятся того, что не то, что не получится, а боятся того, что получится. Для кого-то это большой страх остаться никем. Очень такая история. Почему боитесь одиночества? В этом покопайтесь, разберитесь очень быстро. Не тратьте на это очень много времени, потому что у нас там вообще этот коридор затмений должен включить и вас, дорогие близнецы третьей декады. Вы должны вот так вот просто выдохнуть от февраля, от 2025, да, вот от всех сложных аспектов как раз-таки Сатурна, Нептуна, вот этих депрессивных состояний. Но здесь у вас должна появиться мотивация в этот коридор затмений, потому что Меркурий, ваш управитель, и в любовных отношениях с Венерой, в хороших отношениях, финансы, Венера еще и про финансы, тоже должно получаться хорошо. Меркурий в хорошем аспекте с Нептуном, в том числе переезд и иммиграция, тоже здесь стоит подумать, там ли вы живете или нет. Эта история еще и связана с любовными, да, историями, и она в августе заработает еще и в финансовом плане. Но для этого всего нужно таки понять на начало вот этого коридора затмения августовского, какого птица вы полета, понять, что в жизни все легко не будет, и подняться над своими трудностями, потому что Меркурий в оппозиции с Плутоном, Плутон всегда нас трансформирует, заставляет убирать наши слабости, он не разрушает. Все любят говорить, вот Плутон разрушил мою жизнь полностью дотла. Это очень выгодно продается, эта история, винить во всем Плутон. Аспект Плутона приходит, когда нам нужно подняться над своими трудностями. Нам подняться нужно над своими слабостями и сказать, что так, мы больше так долго рефлексировать не можем себе позволить. Нам это невыгодно. Мы уже устали в этих эмоциональных качелях вариться, и нужно просто разрушить свои страхи и слабости, и пойти вперед, и тогда будет хорошо, потому что Плутон дает появление в нашей жизни сильных людей, которые подтягивают нас, чтобы мы становились сильнее. Это другие финансовые потоки, то есть общение с такими людьми. Это наша внутренняя сила перед трудностями, когда мы понимаем, да сколько уже можно рефлексировать на эту тему, можно я просто пойду это сделаю, и я хочу, чтобы у меня это получилось. Если вы услышали моего кота, одну секундочку, я вернусь.
Поэтому я всегда за то, чтобы мы максимально продуктивно использовали наше время, которое мы никак не вернем, но по большей части тратим только на свои какие-то там переживания. А как на нас люди смотрят, а получится, не получится, а может быть нам это делать, а может не делать. Я всегда за то, чтобы делать, как минимум у нас будет два варианта, получилось или не получилось. А потом по факту мы понимаем, нравится нам это или не нравится, но когда мы тратим время просто на страдания и переживания, мы фактически не действуем и тратим только время. Вот такая история. И август 2026 года – это потрясающее время для того, чтобы как раз-таки перестать рефлексировать и пойти вперед дальше, потому что уж очень множество потрясающих событий нас с вами ждет. И вот мы в сентябре, но для того, чтобы это классно у нас в голове отложилось. 28 августа у нас заканчивается коридор затмений полнолунием в Деве. Дева – это всегда максимально честно, рационально и по факту. Не все любят эту честность, но это честность, которая реально вот так вот по пунктикам четко нам говорит, где мы постарались, а где мы не постарались, где нам важно, а где нам не важно. Здесь нет хороших и плохих, каждый выбирает для себя определенные моменты своей жизни, над которыми он старается. И здесь нет ничего такого, знаете, зазорного. Просто мы понимаем каждому по силам. И да, сентябрь. В сентябре у нас по классике 11 сентября уходит в ретроградное движение Уран. Следом за ним Лилит уходит из знака Стрельца в знак Козерога, перестает делать аспект Близнецам. То есть это там с 13 на 14 сентября, все в зависимости от того, в какой части планеты вы живете. И да, у нас в десятых числах а, Венера меняет знак. Венера выходит из весов в Скорпиона. И здесь начинается такая история, большая история нашей осени в 2026 году, которая для близнецов всех декад будет складываться немножечко по-разному. Не потому, что я кого-то люблю больше, Вселенная кого-то любит больше. Нет, просто потому что вот время пришло сейчас кому-то поступить именно так. И здесь нужно поступать. У нас официально с 3 октября по 14 ноября период ретроградной Венеры. Так вот, уже начинаться будет все вот это настроение ретроградной Венеры, а она у нас будет в Скорпионе. Прекрасно сейчас все поняли, чем нам это светит, да? Потому что знак Скорпиона – это чувство, когда мы такие максималисты, когда мы поняли, что нам недостаточно, а Венера – это наш уровень комфорта, наше благосостояние, наша жизнь, которая нам нравится, к которой мы привыкли, в которой мы расслаблены, в которой мы кайфуем. Это наш внешний вид, наш облик в том числе, это уровень финансов, который у нас есть, которого нам достаточно, деньги, которые приходят нам не в легкости, а когда нам нравится, да, работать. Это наши отношения. Это наши отношения. Так вот, у каждого Венера может проигрываться по-разному. Как говорится, для кого что важно, там и будут вопросики, да, кто над чем работает. Или у кого есть вопросики над каким-то из этих пунктов, там будут изменения. Менять, конечно, внешний имидж и облик на ретроградной Венере я вообще говорю, что не надо. Но если у вас, опять же, это какая-то плановая операция изменения внешнего вида, и это уже какой-то финальный такой этап, опять же, я не могу вам смело сейчас сказать, что у вас все пройдет на отлично. Просто когда мы что-то делаем, какое-то действие регулярно, и это уже выпадает на период ретроградности планеты, да, например, Венера, красота, то это может и пойдет. Но я не могу голословно вот так сейчас сказать всем, что у всех операции, бьюти-процедуры пройдут отлично в этот период, потому что это как минимум ложь. Мне нужно посмотреть ваши данные, дату, время и место рождения, чтобы четко под ваши транзиты сказать, пойдет вам это на пользу или нет, удовлетворит вас этот результат или нет. А так голословно вообще сомнительная история. Единственное, я могу сказать, что на напряженных аспектах очень хорошо пойдут бизнес и финансы, потому что когда мы напрягаемся, деньги приходят. Когда мы напрягаемся в кресле у косметолога, как правило, это всегда очень плохо. Вы все это знаете, да? Здесь разные энергии, это нужно понимать.
разные настроения. Но когда мы упираемся в заработки денег, когда мы в наших отношениях пытаемся договориться и найти все точки конфронтации, это тоже складывается всегда очень хорошо. Все недоговоренности, когда мы пытаемся эти острые углы убрать, получается хорошо. И да, уже с десятых чисел сентября начинается эта история, уже начинаются у кого-то ссоры, скандалы, финансы начинают идти не так, как хотелось бы, они уменьшаются, в отношениях начинаются ссоры, скандалы, конфликты, расследования. И эта история уже начнет работать в сентябре. Поэтому здесь ничего нового, просто понимайте, что если ваши финансы и отношения начинают давать брешь, нужно с этим начать работать и разбираться. С 3 октября у нас официальная ретроградная Венера. 24 октября к ней еще подгребает ретроградный Меркурий, но ретроградная Венера с 3 октября уже будет в соединении с Меркурием, который тоже в Скорпионе. И эта история вообще будет в квадратурах на таком очень мощном и злом аспекте. Это Марс в оппозиции с Плутоном. Кто смотрел у меня гороскоп «Осень силы» на 2024 год, знает, что этот аспект реально разрушающий. Если наши финансы уходят из нашей жизни, мы с этим ничего не делаем, то есть если мы не зарабатываем больше, чем идет уход наших денег, тогда у нас очень сильная просадка. Это аспект, когда мы в бизнесе делаем очень много, и бизнес все-таки строится. Когда мы отвоевываем свой бизнес, и получается очень сильно хорошо. Но эту историю нужно понимать и нужно быть готовым. Это когда наши отношения рушатся, и рушатся они будут из-за нашего чувства гордыни внутренней, потому что Марс будет во Льве, а это история, когда нам захочется сказать, что мы вообще самые классные, а наша вторая половинка вообще ни о чем. В Водолее у нас находится Плутон, и это история иллюзии свободы, когда нам кажется, что наша жизнь будет классной, интересной и яркой, нам нужно только из этих отношений выйти, которые нас сдерживают, вот это вот все, нашу такую яркость, нашу такую популярность, наше вот это вот все, но когда мы выходим из этих отношений, мы понимаем, что, оказывается, мы не такие классные, да, как мы о себе думали. То есть вот такое может быть разочарование. Сейчас расскажу, как это будет работать у каждой отдельной декады близнецов. А, Плюсом, здесь история, когда Меркурий-то еще не ретроградный, но он в Скорпионе уже в соединении с Венерой. Здесь нужно уже идти на опережение и договариваться. История с финансами нужно, наоборот, делать как можно больше в работе, чтобы вас заметили, делать свой максимум, проявить себя ярко, потому что Марс-то во Льве, потому что если делать какие-то действия скрытые и неяркие, не получится вот как-то тихо, монотонно сидеть что-то делать. Здесь нужно идти в яркую, в открытую историю действий. Плюсом, у нас еще на момент 3 октября Солнце в точной оппозиции с Сатурном. Эта история очень хорошо работать будет тоже у близнецов и первой, и второй декады. Эта история связана с покупкой, приобретением недвижимости, повышением социального статуса в том числе. Ни в коем случае здесь нельзя от этого отказываться, потому что я всегда говорю, когда у нас большое количество аспектов, и если мы с этим ничего не делаем, то получается, что мы разрушаем свою жизнь. То есть энергия не может никуда уходить. Она либо уходит в болезни, когда клетки воюют внутри друг с другом, но мы при этом говорим, ой, да у нас в работе ничего не получается, но при этом человек весь больной. Да? Либо мы разрушаем свою жизнь, отношения, но по факту нам нужно уйти очень сильно в реализацию. Вот такая история у нас включается, еще в сентябре начинается вот это вот подтягиваться все события. С 3 октября она начинает работать в полной мере. У кого будет работать через резкие действия, это у близнецов первой декады будет работать через Уран. То есть здесь резкие неординарные вопросики, когда захочется резко все изменить. Но у близнецов вот такая осень будет первой декады. И эта история у нас будет, конечно же, у нас до 14 ноября ретроградная Венера, но по факту она же потом разворачивается из весов и снова идет по Скорпиону, и до конца 2026 года мы опять же проходим все те же вопросики, будет ощущение, что мы на те же грабли наступаем. У близнецов второй декады через социальный рост, социальную реализацию, повышение социального статуса будет эта история однозначно работать. И здесь, если отказаться от лучшего, потом будет такое внутреннее чувство вины очень сильное и мощное. У близнецов третья декада, эта история будет работать через Юпитер. Через Юпитер вам захочется в этом октябре, в этом ноябре и в декабре 2026 года, близнецы третьей декады, вам захочется все, что связано с Юпитером.
А здесь, конечно же, вопросы реализации, социальный статус, карьера, больше денег, переезд. Если вам нужны для карьеры компетенции, впишитесь в какое-то обучение, у вас потрясающе с этим получится, все у вас будет отлично. И здесь вообще нельзя с этим тормозить. Вот такая вот, я хочу сказать, очень классная, потрясающая история. У близнецов второй декады эта история будет работать еще и октябрь. Во второй половине ноября уходит аспект на приобретение недвижимости и повышение своего социального статуса. Он будет гораздо скромнее. То есть ваше окно возможностей будет распространяться до октября. Понимаете, да? Близнецы второй декады, то есть это мощная история движения роста вперед. Близнецы первой декады и Плутон, и Нептун будут работать с вами очень хорошо, очень сильно. Здесь новое в работе, реально креативный подход действий. Если вы сами в это не пойдете, просто Уран заставит как-то вот, не просто заставит, а сложатся события в жизни так. Уран просто же ведь мне здесь показывает, определяет, как оно будет складываться, в какой период жизни, да, когда четко люди бросают ту работу, которая понимает, что она вообще никак не открывает всех ваших черт характера, вы там не проявляетесь. Да, слово такое попсовое, но как мне еще сказать, да, где вы не раскрываете свои таланты. А когда мы раскрываем свои таланты, то мы живем так, как мы хотим. И эта история такая, знаете, очень сильно яркая и интересная. Конечно, мне хочется сказать, дорогие мои близнецы, и первой, и второй, и третьей декады, да, когда 24 октября включится ретроградный Меркурий, а он будет в Скорпионе, чтобы вот не случилось у вас здесь такая история претензионная, потому что ретроградный Меркурий, ваш управитель, включается 24 октября и будет работать до 13 ноября. Он включается в квадратуре с Юпитером. В квадратуре с Юпитером, в квадратуре с Марсом, который во Льве. Когда внутренняя гордыня у всех близнецов и первой, и второй декады будет вот так на максимуме. Когда будет вот эта история очень сильно, знаете, как хочу сказать, вот она бывает. Когда мы настолько не согласны, но мы не в себе ищем вопросики, да, ответы на эти вопросы. Мы другим людям предъявляем претензии. История так себе, история ведет к разрушению отношений. Кто-то начинает судиться, да, на этих историях. Здесь, кстати, напряженные истории будут решения юридических вопросов, дорогие близнецы первой, второй, третьей декады. Если вы пойдете в юридический вопрос, то есть там судебные разбирательства, не могу голословно сказать, что они у вас сложатся хорошо, потому что напряженный аспект Меркурия с Юпитером – это конец октября будет, и сейчас отмотаю дальше, потому что у нас будет работать вот эта история с Юпитером, связана для близнецов третьей декады еще до конца 2026 года. А у близнецов второй декады, второй и первой декады, она продлится еще, вот в ноябре ее не будет, она будет только в октябре, юридические истории вопросов, и в ноябре может просесть, как будто перенестись, как будто отложат дело, да, если это судебные вопросы. И в декабре продолжится у как раз-таки близнецов первой и второй декады. Вообще не советую на самом-то деле. Если эта история с Юпитером будет связана у близнецов второй и первой декады с приобретением недвижки, то это может просто сделка задержаться, подписание юридических вопросов, нотариальных. То есть здесь просто будьте начеку, не идите в эту конфронтацию, не тратьте свои нервные клетки. Я вот о чем. Вообще вписываться в судебные истории в 2026 году для близнецов невыгодно. Как минимум невыгодно, потому что очень много гармоничных юпитерианских аспектов можно направить вот в себе в работу в плюс, а судебные дела и издержки они разрушают. Понимаете? Они тратят очень много времени. Ну, вот такая история. 2026 год все близнецы будут подводить итоги, связанные как раз-таки со своим большим ростом. У близнецов первой декады, если вы пойдете в новое, сейчас уже большой такой итог, да, гороскопа на 2026 год, если вы пойдете в новое, близнецы первой декады, у вас будет складываться очень классно. И я вам желаю, чтобы вы в 2026 году в декабре месяце подвели такой честный итог своей жизни, что же вы сделали. Потому что
Юпитер здесь будет в абсолютно хорошем аспекте идти. И Нептун, и Сатурн уже будет возвращаться, потому что он пойдет обратно из ретроградного движения 10 декабря закончит ретроградное движение Сатурн, 13 декабря Нептун, и 12 декабря уходит Юпитер в ретроградное движение, и по Льву снова прокатывается назад, делая гармоничный аспект всем близнецам. Понимаете, я о чем говорю? Но до первой декады близнецов уже не докатится. Поэтому здесь история у близнецов первой декады. Старайтесь сделать как можно больше свой максимум в 2026 году, пока вот Юпитер еще будет до осени, да. До осени, пока еще не включится вот эта ретроградная Венера, да, пока будет еще работать Юпитер как раз-таки в первой декаде Льва, и эта история будет очень активная, яркая, социальный рост. Там и Нептун, там и Плутон, очень хорошие сделки, очень большой бизнес. Было бы желание, хорошая работа, в том числе, пока Сатурн идет по первой декаде Овна, да, вопросы приобретения недвижимости, конечно же, да, тоже делайте. Это первая половина 2026 года. Вторая половина 2026 года, она будет разной, будет зависеть от вашей эмоциональной составляющей. Если составите себе план для того, чтобы пойти вверх, будет еще все лучше. Если затормозитесь и будете вот на этих качелях эмоциональных ретроградной Венеры и ретроградного Меркурия вместе, тогда остановитесь, не пойдете дальше. Ускоряйтесь, не тормозите. Близнецы второй декады, у вас вообще на 2026 год, если вы в январе соберетесь, у вас вообще здесь большой классный план, большое вообще движение. И я уже много раз говорила, и недвижимость, и переезд, и работа хорошая, и свое самоопределение. То есть год для близнецов второй декады просто подняться, сделать свой максимум будет просто отлично в своей жизни. И в отношениях, и в профессиональном плане, и в житейском вопросе, да, и решение своих имущественных жилищных вопросов делайте. Помните, что до октября включительно у вас история связана с Сатурном просто вообще с мая. Работает потрясающе на приобретение своей недвижимости. Вас от этого может остановить только ваша лень и нежелание брать ответственность. Понимаете, я о чем говорю? И в работе точно так же. Лень и нежелание брать ответственности. Близнецы третьей декады. Дорогие, у вас, конечно, год. Ох, интересно. Зима — это завершение вот этих всех прошлых историй 2025 года, всех этих рефлексий, конечно, всех этих переживаний. Постарайтесь максимально закрыть долговые вопросы, иллюзорные вопросы, связанные с Нептуном, вопросы какие-то вот такие переживательные, которые оставляют вас не двигаться вперед. Весна. Только вперед, только в рост. Как Сатурн перешел в Овна, только. Это приобретение недвижимости, новая работа, карьерный рост, статус. Все то же самое, что у близнецов второй декады, только у вас это начинается раньше. Понимаете, я о чем говорю? И да, конечно же, потом у вас осенью не будет этих вопросиков, и уже в ноябре Сатурн снова вернется в первую декаду Овна, и уже снова, конечно же, вернется вопрос опять с приобретением покупки недвижимости, еще будет новое окно поиска новой работы, то есть если вы не нашли новую работу до осени, да, до мая, тогда глубокой осенью с ноября снова открывается эта возможность, и там на зиму 2027 года она уходит. Приобретение недвижимости, новая работа, социальный статус, принятие решения в личной жизни. Но опять же, зачем это затягивать, понимаете, я говорю? Сделайте это сразу для того, чтобы вот оно туда поднялось, понимаете? И тогда все будет складываться очень хорошо. Ну и близнецы третьей декады, конечно же. Так это я и говорила для близнецов третьей декады, да. То есть здесь не нужно ни в коем случае превозносить вот эту историю, да, хотела еще сказать очень важно про кармические аспекты, когда вы, понимаете, а, очень сейчас модная история, вот эти кармические аспекты, кармические отношения. Говорит, у меня кармические отношения, поэтому в них такие качели. Вот я, вот как-то вот у меня должно вот оно вот так все быть, и я должен страдать. Уходите от этой страдальческой истории, вообще все близнецы.
потому что чем быстрее вы закрываете вот эти вопросики самокопания в себе, потому что кармические аспекты, которые я сейчас сказала, они делают аспекты к вашему Солнцу близнецовскому, к вашему Я. То есть это вопросы ваших внутренних личных амбиций. Это я сейчас говорю близнецам и первой, и второй, и третьей декады. И здесь нужно, конечно же, двигаться вперед, максимально понимать, чем ваши действия мешают вашей жизни. И это нужно таки четко понимать. Хороший рост и развитие у близнецов третьей декады будет в 2026 году, если вы не будете долго пребывать в своей рефлексии. Я уже в течение года рассказала, что же вас все-таки ждет. И здесь, конечно же, нужно двигаться очень сильно и мощно. Конечно, в конце 2026, да, осенью у вас будет такой большой момент роста, движения вперед, но опять же, не спорьте это на какие-то разбирательства в своей личной жизни. Используйте эти аспекты для роста в профессиональном плане, для переезда, для становления своей личности, для улучшения качества своей жизни. Собственно, для этого я этот гороскоп и записываю. Дорогие мои близнецы, и первой, и второй, и третьей декады, спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. И я надеюсь, что была максимально полезна. Конечно же, я много чего еще не рассказала. Если рассказывать, сидеть все, мы с вами и в 2 часа не уложимся, потому что у нас уже почти 1,5. Поэтому будут в течение года еще гороскопы на 3 месяца, на месяц. Поэтому там следим по обстоятельствам. А так, конечно же, развертку на год я, надеюсь, все-таки выдала. Ну и, конечно, по классике в конце актуальные ролики. Если вы их еще не видели, посмотрите, примите верное решение. И вопросы, если у вас остались, оставляйте в комментариях к этому видео. В режиме свободного времени буду постоянно на них отвечать. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.